Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про уникальные удобрения, которые использовали наши бабушки. Многие говорят о том, что не надо носить какие-либо удобрения, и так все растет. На самом деле наши бабушки, наши прабабушки использовали тоже удобрения, но немногие о нем знают, поэтому сегодня я вам расскажу об очень уникальном удобрении, которое имеет в своем составе достаточно азота, достаточно фосфора и достаточно калия. Это органическое удобрение, которое подходит для всех комнатных цветов. В данном случае я сегодня буду на примере вам показывать, как подкармливать пеларгонию. Это у меня сортовая пеларгония. Я ее тоже подкармливаю этими удобрениями. Эти удобрения способствуют обильному росту зеленой массы, обильному цветению. И вот такие пышные кустики у вас также вырастут и будут великолепно цвести. Нам понадобится 1 литр воды. Обязательно используйте отстойную воду. И понадобится всего 2 гранулы. Вот такие вот небольшие, маленькие. На самом деле это куриный помет. Я его покупаю в сухом виде, в гранулах. Если вы держите курицу, то можете использовать, конечно, жидкий куриный помет, но я вам рекомендую все-таки покупать уже прессованный. Вот такой у меня куриный помет. Я брала его на Wildberries, он также есть на Озоне. Я его использую уже 2 года. Могу вам точно сказать, что он очень эффективный. И вот тут надо 2 килограмма на 200 литров воды, ну либо 1 грамм на литр воды. Мы делаем своего рода настойку, то есть его надо настоять. То есть вы положили эти 2 гранулы, обычно эти 2 гранулы это как раз и есть 1 грамм. Настояли в литре воды 4 часа, ну или около 2 дней, то есть этот раствор у вас может храниться до 2 дней. Также можно заложить 3 грамма в горшочек, то есть растолочь это удобрение и внести уже в горшочек поверх горшка. И когда вы будете поливать растения, то у вас будет высвобождаться медленно удобрение, примерно где-то 2 недели, если вы будете поливать достаточно часто. Я обычно растворяю это удобрение, потому что оно действует в растворенном виде куда эффективней, и оно не до конца растворяется, там все равно какие-то хлопья остаются, это же все-таки органика. Вот я настояла свой раствор ровно 4 часа, вот такого цвета у меня получился с 2 гранул. То есть 1 грамм на литр воды. Растворяете, ждете 4 часа и поливаете свои растения. Я поливаю на сухую землю, удобрение не сильно концентрированное, поэтому корни у вас не сгорят. Но учтите, куриный помет сам по себе очень концентрированное удобрение, которое обычно горят корни. Поэтому никогда не превышайте дозировку. Всегда замеряйте 1 грамм, чтобы у вас было точно. Переборщите, все сгорит. Также это удобрение подходит не только для цветов. Вот в данном случае Денис. Обратите внимание, как великолепно она цветет. Кустик уже большой. Я ее тоже поливаю, видите, на сухую землю. Ничего с ней не будет. В этом удобрении очень много фосфора. То есть там около 4% азота, 3,5% фосфора и около 2,8 калия. То есть это полноценное органическое натуральное удобрение, которое помогает развиваться пышной массе цветам и также способствует обильному цветению. Это вот у меня маточник старенький уже, я его скоро обрежу. Но тем не менее он у меня растет и великолепно цветет. Вот так вот он выглядит сверху. Также это удобрение можно использовать в огороде. Поливать им помидоры, перцы, морковку, свеклу, все что угодно. Под любые цветы, например, под розы, георгины, астры, гладиолусы. Также смешивайте 10 грамм на ведро воды. Настаиваете
Я обычно вечером заправляю ведро, оставляю все на улице. И на следующий день все это дело поливаю. И вы знаете, огромный урожай перца, огромный уже урожай томатов, огромный урожай, большие просто морковинки на него вырастают. Даже чеснок можно им поливать, не только цветы. Это вот такое натуральное удобрение, которое любили наши бабушки, которое реально работает. Если у вас есть натуральный куриный помет, то надо где-то 1/3 чайной ложки размешать в литре воды. И то я бы вам советовала, так как я не знаю, насколько сильная концентрация в этом растворе будет. Сначала полить горшочек водой, а только потом нести удобрение. Но чтобы знать, что оно не сильно концентрированное. Все-таки куриный помет — это вот очень сильное удобрение, которое вот реально работает, и обязательно вносить его для своих цветов. Запаха сильного я какого-то сильного вот не учуяла. То есть он достаточно хорошо пахнет. Как хорошо. Для куриного помета сухого достаточно нормально. То есть не воняет тут какашками. Нормально. То есть мои дети не чувствуют, что он там зловонит как-то. Нормально пахнет. А вносить 1 раз в 2 недели. То есть такую подкормку достаточно нести 2 раза в месяц. Вы вносите. Например, если перцы во время бутонизации, рекомендуется вносить 1 раз в неделю с интервалом 2 раза. То есть раз внесли, через неделю 2 раз внесли. Тогда у вас будет огромное количество соцветий. И вот цветы можно также подкормить. 1 раз внесли, через неделю повторили. Потом отдыхаете 2 недели. Это если вы постоянно органикой пользуетесь. А если не пользуетесь, то другие удобрения используйте. В принципе, я постоянно удобряю свои растения. И куриный помет мне очень нравится. Я вот привезла его с дачи, у меня его много. Его хватает на год. Даже не на год, на сезон. У меня 2 пакета там было, и я вот принесла вам целый, который более нормально выглядит. Обязательно попробуйте, вы удивитесь, насколько оно рабочее, насколько вот зеленая масса хорошо на нем растет, насколько цветы хорошо на нем появляются и цветут. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.